Привет, с вами Назарий. Это третье видео из, предполагаю, 4, где мы делаем вот эту вот сценку. Здесь мы уже отметили то, что мы сделали на предыдущих, собственно, уроках. У нас есть конкретные коллекции, которые содержат в себе конкретные объекты, и нам всего лишь остается их доделать. Поэтому давайте не будем затягивать и просто продолжим это все, собственно, делать. Давайте сделаем вот этого вот человечка. И сделаем мы его с помощью UV-сферы. Я добавлю сегментов 64, 32. Так, затем нам надо бы создать circle, собственно. И давайте мы ему отрежем вот эту часть. Как всегда, по традиции, забываю включить screencast case. Ну ладно. Так, вот это мы... так... F нажимаем, соединяем. И затем накидываем сюда сегментов. Я думаю, что вот такого количества хватит. Затем включаем пропорциональное редактирование. Нажимаем G, Z. Давайте здесь изменим на сферу. Давайте попробуем вот так, да. Делаем вот такую вот, собственно, улыбочку. Вот, получилась у нас улыбка. Затем мы A, F нажимаем, чтобы все залить. Здесь Shade of the Smooth. Так, вид спереди у нас вот здесь вот. Так, и давайте заскейлим нашу вот эту вот улыбочку. И переместим ее, собственно, вот сюда. Так, хорошо. Здесь тоже делаю Shade Smooth. Так, Shade Smooth. Вот. Затем давайте возьмем сначала вот этот объект, затем вот этот вот. Ctrl минус. Это делается с помощью аддона Bull Tool. Я думаю, что он у вас есть, предположительно. Пишется вот так вот, Bull Tool. Вот, и устанавливаете его. Так, здесь мы выбираем. Давайте попробуем разные углы. Получится ли из этого что-то. В принципе, сильно мы не будем здесь прям вот так вот выдавливать. Я думаю, что как-то... Давайте посмотрим спереди. Ну, спереди у нас тут нормально, в принципе. С этой стороны тоже нормально. Поэтому... так. Так. Выделяем вот этот вот объект. И здесь применяем, собственно, этот модификатор. Эту часть можно удалить. Так, я проверю. Да, вывернутость у нас есть. Alt-N Flip. Так, нет, не Flip. Давайте назад. Верну назад. Здесь все вот это вот выделю. Так. Так. Теперь Alt-N Flip. Все. Затем Shade of the Smooth. Чтобы у нас была более, собственно, острая вот здесь вот эта вот штукенция. Так, ну, вообще изначально можно накинуть больше модификаторов, чтобы не было вот таких вот, ну, зубчиков, что ли, да? Вот, но так как объект в целом не сильно большой, я думаю, что это будет нормально. Но в любом случае, если мы сейчас начнем это все там накидывать какие-то модификаторы, то там все только поплывет. Поэтому, да. Наверное, рекомендую просто изначально накинуть чуть больше сегментов, но пока что я думаю, что мне этого хватит. Возможно, я только чуть-чуть в сторону оттяну вот эту детальку. Вот как-то вот так вот. Так, затем давайте создадим UV-сферы опять. Так, я ее вот так вот сплюсну, Shade Smooth. Наперед. Давайте разместим эти глазки, ну, плюс-минус так, как нам надо. Так, вид спереди, вид сверху. Засуну их поглубже вот вовнутрь сюда. Сделаю это вручную, потому как, в принципе, деталька не такая уж и сложная, чтобы с ней там возиться, с какими-то модификаторами еще дополнительными. Но, как минимум, зеркало я добавлю, потому как надо это все отзеркалить. Так, все, эта часть, окей, пойдет. Затем, так, давайте включим коллекцию там, где у нас ручка. Собственно, отсюда вытащим-то и ручку. Ctrl-C, Copy Objects. Опять ее скрываем. Ctrl-V, чтобы вставить. И нам надо только вот эта передняя часть, поэтому здесь, так, выделяю.
item rotation вот этот вот на 0, просто чтобы ровненько все выделить. Вот эту вот часть, P, selection, вот это удаляю. Так, здесь я, в принципе, вот эту часть, вот увидите, то, что здесь есть вот такая вот темная полоса, но мы сделаем это потом с помощью материалов, поэтому пока что мы ее трогать не будем. Тут вроде бы никакой детализации нет, или есть? Ну ладно, давайте добавим. Потому что тут такая картинка, плохо что видно. Alt, так, Ctrl-A, Scale, Set Origin to Geometry. Alt-E, Extrude Faces. Так, нет. Extrude Along Normals. Вот так вот, чуть-чуть буквально. Так, Shade of the Smooth. Затем мы выделяем шифтом вот этот вот кружочек, Copy Location. Давайте увеличим эту шляпку, повернем ее по оси X на 90 градусов и наденем ему на голову. По размеру сделаем, ну, где-то такой вот. Так. Может быть, чуть-чуть меньше. Вот так вот. Затем выделяем ее, выделяем потом глаза и в последнюю очередь вот этот шарик, Ctrl-J. Так, применим модификатор только зеркала. Ctrl-J. Вот, чтобы это был просто один объект, чтобы это просто было поудобнее. Так, я его сразу, наверное, чуть-чуть буквально наклоню вот так вот, так как он здесь наклонен, в принципе. Далее, давайте, не отходя далеко от кассы. Во-первых, мы... Так, каждый раз сюда захожу, каждый раз что-то новое. Так, это оно мне развертку показывает, если я правильно понимаю, да. Зачем она мне? Так, отмечаю, это готово. Давайте быстренько сделаем вот этот вот объект. Я просто продублирую в сторону. Так, тут rotation на 0. Вот эту штуку L, X, vertices и удаляю. И давайте сделаем вот эту вот детальку. В принципе, она вообще не сложная. Так, как мы это сделаем сейчас? Давайте цилиндрик. Так, вот это оттащу в сторону. Selection to cursor, вот эту часть. Так, теперь сделаю вот тут Ctrl-B. Ну и примерно вот как-то вот так вот. Shade Smooth. Затем, даже Автосмуз. Вот. А затем мы... так. Давайте вот так вот Shift-D, P, Selection. Вот эту часть мы возьмем и экструднем вниз. Где-то вот так вот. Оно вывернуто. Alt-N, Flip. Так, затем Extrude Along Normals. Делаем, ну, примерно вот так вот. Может быть, чуть-чуть растяну по оси Z. Ctrl-A, Scale, Set Origin to Geometry, чтобы вернуть все, ну, скажем так, в изначальную позицию. Shade Smooth. И сейчас я накину Subdivision Surface. 2 сегмента. И, наверное, Alt-S нажму, чтобы потолще вот эту часть сделать. Вот, а здесь добавлю кольцо. И вот здесь вот добавлю кольцо. Так. Давайте только вот эту внутреннюю часть выделим. И вот эту вот S, Z. Так. Хочу примагнитить к этой точке. Но давайте лучше по-другому сделаем. Просто S. Вот здесь вот. Тут добавляем. Тут добавляем. Subdivision, само собой. Где он тут? Вот. И у нас получилось сделать вот это вот кольцо. Теперь нам надо ему накинуть модификатор Array по Z. По Z ведь, да? Да, по Z. 3 повторения. Можно еще чуть-чуть вот так вот растянуть. Ctrl-A, Scale. Вид спереди. Ну и вот так вот, что ли, выровняю. Так, теперь у нас получилась вот эта вот штука, которую мы тоже можем надеть на голову. Но вообще я так вижу, что она чуть-чуть подлиннее, поэтому я возьму вот здесь вот приподниму. Буквально немножко. Так, затем давайте это тоже все в один объект сольем, поэтому здесь я применю модификатор. Здесь тоже. Выделяю последний вот этот объект, Ctrl-J, Copy Location. Какая штука смешная получилась. Вот, и надеваем ему, соответственно, на голову. Так, вот так вот. Так, тут у нас
все есть. Так, выделяем вот это, потом вот это, Ctrl-J. Все, вот этих двух человечков мы, собственно, и сделали. Давайте мы их в коллекцию, там, characters назовем. И ее мы, собственно, скроем. Так, вот это у нас появилась коллекция Boolean Cutters. Она нам не нужна, мы ее можем просто удалить. Далее, отмечаем то, что мы это сделали. Так, что мы можем сделать здесь теперь? Итак, давайте сделаем вот этот вот стаканчик, создаем цилиндр. Берем его вот так вот скейлим. Ну, примерно до толщины, которая нам нужна. Наверное, вот такая вот, Ctrl-A, Scale. Удаляем вот эти вот крышки. Так, затем давайте сделаем экструд вовнутрь. Где-то вот примерно пойдет, я думаю, вот так вот. Тут добавляем разрез, тут разрез. И вот так вот их скейлим. Так, даже еще сильнее. Ctrl-B. Накидываем вот такое вот количество сегментов. Так, может быть, еще сделаем вот так вот. Приподнимем чуть-чуть. Тут меньше сегментов. Ну, просто чтобы оно было плавненьким. Shade Smooth. Накину Subdivision Surface. Так, затем давайте их Shift-D продублируем. Чуть-чуть меньше делаем. Затем еще раз. Еще чуть-чуть меньше. И последний раз. Еще меньше. Ну, где-то вот. Вот так вот. И теперь у нас получилась, ну, примерно вот такая же стопочка. Далее. Так, у нас тут была скопирована ручка, поэтому мы ее сразу же рядом ставим. Затем добавляем plane. Давайте ему сделаем subdividов так штук 6. Накинем ему solidify. Буквально немножко. Ну, где-то вот так вот увеличу его при этом. Так, я его поверну теперь на 90 по оси X, по оси Z. Потому как я хочу накинуть модификатор Simple Deform. Вот здесь вот он. Так, и тут надо теперь выбрать Bend. Ну, вот видите, вот так вот оно иногда отрабатывает. Ну-ка, Ctrl-A. Не Scale, точнее, а Rotation. Вот, теперь по оси Y мы теперь можем его согнуть вот таким вот образом. Поэтому давайте также и согнем. Можно, кстати, еще Subdivide сделать. Даже еще вот так вот. Shade Auto Smooth. Вот, и мы получили вот эту вот, собственно, штуку. Ну, только потолще ее сделаем немножко. Как-то вот так вот. Так, теперь уже можно крутить, как мы хотим. Давайте размещать в этой вот, в этом нашем стаканчике. Еще закрутим. Так, ну теперь нам надо всего лишь его взять и разместить так, как мы этого хотим. Немножечко рандомно его вот так вот поверну. Чуть-чуть уменьшу. Чуть-чуть его тоньше сделаю. Где-то вот так вот. Затем дублирую Shift-D. Вращаю. Сильнее вот здесь вот загибаю. Как-то вот так вот. Наверное, думаю, нормально будет. Так, и выравниваем. Тут крутану вот сюда. Чуть-чуть, может быть, больше сделаю. Ctrl-A. Так, Ctrl-A Scale. Так, ну и вроде бы нормально. Теперь осталось лишь сюда засунуть ручку. Я ее чуть-чуть буквально сделаю больше. Так, во-первых, одна находится вот здесь вот. Здесь ее мы также и размещаем, собственно. Так. И вторая вот здесь вот. Ну, в целом не так важно, как они здесь стоят, потому как все равно мы не будем этого показывать. Поэтому можно размещать плюс-минус, как мы хотим этого. Ну, как-то вот так вот. Вот, пойдет. Затем мы создаем новую коллекцию. Я не знаю, назову ее Cup. Просто не знаю, как это назвать. Скрываем. И это же, собственно, мы и отмечаем. Так, нет, мы это не отмечаем, потому что я не сделал стикер. Я как-то упустил его из виду. Так, как мы делаем стикер? Создаем Circle. Давайте его оттащим. F. И затем поделаем много инсетов вовнутрь. Даже еще, может быть, больше. Ну, давайте уже вот так вот. Поделаем вот так вот инсеты просто. С помощью горячей клавиши I. Это для того, чтобы его взять и загнуть, собственно. Так, куда-то оно далеко ушло. В общем, вот так вот пойдет.
Так, теперь нам надо сделать кривую. Кривая у нас спираль. Вот это. Так, и давайте... Сейчас я расскажу, если у вас она не появилась. Сейчас я покажу вам, как ее сделать. Так, радиус мы вот так вот. Так, высота на 0. Так, и количество шагов нам вообще... Так, это 24, это не те шаги. Так. Количество вот оборотов единичку оставим. Вот, оттащу это в сторону. Поверну по оси Y. Смотрите, если у вас этого нету, то вы в аддонах тоже пишете curve, то есть кривая. И тут будет extra curve objects. Вот, собственно, это вам и поможет. Так, теперь мы берем наш вот этот объект, затем шифтом вот этот, copy location. Затем мы добавляем модификатор. Так. Deform, кривая. И пипетим этот объект. Так, только давайте найдем нужную нам сторону. Вот, по оси Z вроде как самое оно. Так, можно, кстати, попробовать Subdivision накинуть. Shade Smooth. Так, и тут нам надо подобрать нужный скейл для вот этой вот штуки. Но я предполагаю, что ее надо вот так вот уменьшить. Даже еще сильнее. И затем давайте вот так вот переместим. Так, ну и в принципе вот мы загнули, так как нам это, собственно, и надо было. Добавлю лишь Solidify, Shade Autosmooth. Так, и тут нам надо поставить 60 градусов, чтобы не было вот этой вот штуки, которая только что вот здесь была. Можно даже в Subdivision еще один сегмент накинуть, чтобы оно поплавнее было. Так. Хорошо. Тут оно так немножечко с угла, но мы этот угол просто, ну, по сути, развернем этот объект. Так. Давайте переместим немножечко нашу вот эту вот штучку. Так, ну, где-то вот так вот, да, пойдет. Так, кривую мы применяем. Ее теперь можно будет удалить. Так, и что нам надо теперь сделать? Вообще нам надо бы взять... А ну-ка, set origin to geometry, чуть более посередине это поставить. Так, теперь я хочу взять и согнуть... Во-первых, повернуть даже, да? Скорее повернуть на 45 градусов. Ctrl-A, Scale. А ну-ка, если минус 180. Вот так вот, Ctrl-A. Точнее, Ctrl-A, Rotation. Вот, теперь оно под углом, но теперь нам надо попробовать добавить... Simple Deform. Так, Bend. Попробовать сделать то же самое, то, что мы только что делали. Если так получится, то будет замечательно. Если нет, то печально. Хотя, в принципе, если так подумать, зачем добавлять этот модификатор, если можно просто сделать вот таким вот образом. Во-первых, развернуть. Давайте, это у нас тут примерно спереди, поэтому как-то вот так вот. Так, чуть-чуть поменьше. Вот так вот. И теперь можно попробовать сделать следующим образом. То есть мы выделяем... Давайте... Я пока что выключу Solidify. Выделю вот эту Shift-Alt и вот эту Shift-Alt линию. Так, теперь мы возьмем, включим пропорциональное редактирование и сделаем то, что мы делали до этого раньше. То есть мы сделаем следующим образом. Так. Чуть-чуть с колесиком увеличиваем. Так, ну и да, мы согнули это, в принципе, достаточно-таки безболезненно. Так, Solidify включу. Тут немножечко доверну. И прислоню примерно вот так вот к этому объекту. Может быть, немножко сильно, но в целом нормально. Так, затем вот этот вот смайлик. Смотрите, я, наверное, немножко все-таки сильно его взял, деформировал. Может быть, можно было бы попроще, но ладно, вы уже, в принципе, поняли, как это сделать. Так, Solidify я выключу. Я возьму, получается, вот эту вот часть. Где-то вот эту вот часть, да. Shift-D, P Selection. И я попробую от нее оттолкнуться. Так.
попробую ее, так, пропорциональное редактирование. Давайте Alt-E, Extrude Edges. Вот так вот в сторону оттащу его. Так, теперь попробую сделать просто Extrude вот таким вот образом. Здесь добавлю вот тут петлю, дважды G, дотяну ее до конца. Ну и здесь можно, в принципе, то же самое. Дважды G до конца. Shade Smooth. Так. Что-то смайлик не совсем получился, какой-то тоненький такой. Ну-ка, сейчас сначала сделаю. Достаточно тонкий такой вышел, и как будто бы не сильно до конца он был завернут. Наверное, будет лучше вот так сделать. Так, если у нас это будет завернуто, то примерно вот надо до сюда. Shift-D. Даже можно не как сделать, даже можно вот так вот сделать. Это Ctrl-B. Давайте примерно вот такую вот толщину с запасом. Выделяем с Ctrl вот эту вот часть. Так, Shift-D. P Selection. Теперь я возьму Ctrl-C, скопирую, Copy Objects, и теперь просто Ctrl-Z, чтобы отменить до вот этого состояния. Теперь Ctrl-V, и у нас есть вот эта вот часть. Все. Чтобы не деформировать просто вот этот вот стикер. Экструдим. Добавляем петлю. Здесь тоже Ctrl-B. Вот так вот сделаю. Ctrl-B. Вот, ну и мы получили вот такой вот, собственно, смайлик. Надо только опять Solidify включить. Вот, такой смайлик есть. Ну, в принципе, мы его повернем так, чтобы вот этой части не было видно, поэтому, в принципе, да, мы это сделали. Вот. Далее что мы делаем? Теперь мы это все как бы перемещаем в нужную нам коллекцию. Скрываем ее. Отмечаем то, что мы это сделали. Так, есть. Затем давайте сделаем оставшиеся две части. В конце концов, как я и говорил, объектов слишком много. Давайте сделаем кривую. Так. Кривую без Е. Так, и теперь нам надо повторить эту форму. Как мы это сделаем? Мы просто будем на глаз это все повторять. Экструдим вот так вот. Экструдим вот так вот. Тут крутим просто с помощью R. Ну и вот сюда. Тут можно подтянуть. И работаем над формой, собственно. Давайте, чтобы это было более понятно, добавим глубины. Примерно такой, которая нам нужна. Добавим больше сегментов, 24. Так. Ну и давайте работать с этим. Так, тут я вижу то, что оно покороче. Поэтому берем, делаем это все покороче. Может быть, даже больше еще 40... Хотя нет, 32 вот будет максимум, потому что потом уже тяжело будет углы загнуть. Так, тут чуть-чуть поближе. Тут мы вот так вот сделаем. Ну, пусть будет вот так вот повернуто, это не принципиально. Так, что здесь? Крутим. Так, крутим. Так. Чуть-чуть в сторону вот здесь вот оттаскиваем. Ну и выбираем подходящий нам вот именно поворот вот здесь. Так, ну если в принципе глянуть, оно плюс-минус. Плюс-минус такое же. Так, я возьму... Я возьму, во-первых, скопирую этот объект, потому что он нам понадобится еще вот сюда. А здесь я возьму, конвертирую это все в Mesh. Затем накину Subdivision. Целых 2, я думаю. Здесь, так. Здесь возьму Shift-Alt, 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 Shift-Alt. X Dissolve Edges. А здесь, думаю, раз пока что только. Так, заливаем вот эту вот фасочку. Ctrl-B. Накидываем сегментов. И вот так вот получаем закругление. И здесь, в принципе, то же самое. F. Ctrl-B. И получаем, соответственно, закругление. Все, вот эта штука у нас есть. Так, хорошо. Давайте ее отмечать. Но сначала закинем ее в отдельную коллекцию. Назову ее кривая, допустим. Так. Текстурное рисование. Отмечаем. Окей, готово.
Далее. Вот это. Так, мы это берем, во-первых, скрываем. И давайте вставим сюда то, что мы скопировали, просто чтобы оно у нас здесь находилось. Давайте сделаем, получается, plane. Вот тут выделим два вертекса верхних и от центра их вот так вот сольем. Так, крутим вот так вот, экструдим в сторону. Примерно вот так вот, Ctrl-A, Scale. Так, затем Set Region to Geometry. Давайте возьмем вот эти края, Ctrl-B. Скруглим, потому что они скруглены, вот я вижу. Здесь X Faces. Так. Давайте вот эту часть Shift-D, P Selection, потому что это будет наша передняя вот эта вот часть, которая здесь находится. Затем... Так, тут мы сделаем Solidify. Ну-ка, вовнутрь. Нормально. Shade Автосмуз. Так, добавляем 60 градусов. И давайте накинем Bevel еще, чтобы сделать фаски. Тоже 60 здесь напишем. Так. Давайте его... Ну, тут какие-то вертексы слишком рядом. А ну-ка. M by distance. Так, нет. Тогда теоретически, что Ctrl-A Scale. Почему-то Bevel плохо отрабатывает. Ну, пока что, в принципе, сейчас не сильно хочу в этом разбираться, потому как, в принципе, каких-то очевидных с этим проблем я не вижу. Я просто накину туда два сегмента, просто чтобы это было чуть более ровнее, что ли. Вот. Так, тут я сделаю, во-первых, вот эту нижнюю часть дважды G, зажимаю Alt и тяну вот так вот дальше чуть-чуть. Затем Extrude немножко. Вот. Нет, даже экструд будет чуть попозже, потому что надо там еще дырки вырезать, и это вызовет там определенные свои проблемы, если мы это сделаем прямо сейчас. Поэтому я сейчас просто дважды G, точнее G, ZZ. Так, нет, не ZZ. Давайте XX. Вот так вот буквально немножко в сторону оттащу. Так, надо теперь сделать вот эти вот объекты. В принципе, как мы их сделаем? Давайте с помощью куба. Хотя, конечно, можно было, опять же таки, с помощью сетки это сделать. Но там просто потом проблемы возникают некоторые в плане того, что не очень красивые края, вообще визуально. Так, поэтому мы сделаем это сейчас вот таким вот образом. Так, давайте. Чтобы это было, ну, более понятно, я буду по вот этой вот сетке это все выстраивать. Так, тут у нас раз, два, три, четыре. Давайте докинем array. Попробуем с array. Так, минус 3. Нет, надо больше сейчас будет. Давайте пока что 4 этих добавлю. Так, и будем по вот этой сетке, в принципе, отталкиваться. Ну, вот так вот. Затем, так, Shift-D, RZ90. Примагничиваю к этой части и, в принципе, получаю вот такую вот штуку, но с одной условностью, то, что надо сейчас здесь дотянуть вот так вот визуально. Так, вот эту вещь мы получили. Затем, так, в принципе, опять же таки, можно это сделать еще чуть-чуть потоньше. Я думаю, давайте чтобы выделить все. Alt-S. Чуть-чуть потоньше это сделаем. Я, наверное, повторю эту часть, потому что, мне кажется, все-таки должна быть эта палочка потоньше. Поэтому просто повторите со мной этот шаг. Так, сюда. Shift-D, RZ, 90, G, Ctrl, и к этой точке магнитимся. Здесь оттягиваем. Вот таким вот образом, вот. Теперь пойдет. Shift-D в сторону копируем. И передняя часть у нас как бы есть. Вращаем ее вот так вот. Вообще сразу бы я бы применил все модификаторы, просто чтобы слить это в один объект и не париться с тем, что где-то что-то слетит. Ctrl-J, Set Region to Geometry. Давайте оттащим. Так, хорошо. Ну и так вот выстраиваем
Так, ведь спереди я вижу то, что есть определенные нюансы. Поэтому я просто скейлю. Так. Ну и в принципе как раз таки нам нужны вот сверху и снизу расстояния, поэтому в самый раз. Так, хорошо. Тут пойдет, тут пойдет. Все, окей. Можно даже чуть-чуть ниже. G, так, Y, Y. И вот так вот в сторону тянем. Так, тут я возьму вот эти верхние крышки. Вот эти верхние штучки, да. Выделю их. G, Y, Y. И вот так магнитю. Магничу, точнее. Так, хорошо. И вырезаем, давайте дырки. Сколько их тут? 4 штуки, поэтому создаем 4 разреза. Посередине один. G, Z. Так, нет. Давайте дважды G вот так попробуем. Да, пойдет. Вот. Выбираем вот эти вот штуки. Вот эти вертексы. И вам нужен аддон, который называется... Как же он называется-то, елки-палки? Сейчас вспомнить бы. Bull Tool. Loop Tool. Боже, просто два одинаковых названия почти что. Loop Tools. Вот. Выделяете эти точки. Ctrl-Shift-B. Давайте, ну, вот так вот. Достаточно небольшую детализацию возьмем. Тройку, чтобы перейти в режим редактирования фейсов. X. Затем Dissolve Faces. И теперь нам надо взять, выделить, точнее не выделить, а нажать на Edit, Loop Tools, и здесь будет Circle. Так, куда оно? Отдельно, давайте отдельно. Circle, Circle. Ой, Bridge нажал, Circle, вот. Circle и Circle. Можно еще попробовать Alt-S. Давайте не Alt-S, а Individual Origins. Вот здесь выберем. Нажмем S, просто чтобы их меньше сделать чуть-чуть. Затем X, Faces. Теперь у нас такие вот дырки есть. И можно сделать Extrude, как мы это делали раньше. Shade Autosmooth. Есть дырки, есть вот эта вот штука. Теперь осталось всего лишь добавить торус, который мы сделаем потоньше. Shade Smooth уменьшаем. Давайте его повернем на 90, 90. И здесь вставим в эти колечки. Вот так вот. Так, и затем Array. 4 штуки. По оси Y, я предполагаю. Нет, не по Y, по Z. Здесь 0. Здесь 0. И давайте в минус просто уйдем. И вот так вот мы это все расположили. Так, затем, что нам осталось-то? Осталась вот эта штука. Надо ее взять и примерно так же сделать. Поэтому мы делаем вот так вот. Тут крутим вот следующим образом. Давайте дотягивать это все. Так, R. Здесь тоже R. Так, тут вот так вот. Последний мы экструдим сюда. Тут такая небольшая сейчас игра идет. Вот так вот. Так, тут надо поровнее все это сейчас все выделать. Так, давайте вот так вот. Вот так. Па-па-па-па-пам. В принципе, сюда пойдет. Тут вот так вот повернем. Вот так. Так, и затем надо это все выровнять немножко. Чуть-чуть вниз. Чуть-чуть вниз. Тут чуть-чуть в сторону. Давайте вот так G в сторону оттащим. Тут слишком низко. Что если удалить? Нет, тяжело потом без него. Так, хорошо. Докручиваем это все, выравниваем. Вижу, что немножко неровно. Так, окей. Окей. Ну, пойдет, в принципе. Тут просто вручную это все надо расставить,
чтобы лишний хронометраж не создавать. Просто возьму, сделаю вот так вот. Так, конвертируем мы, собственно, это все дело в Mesh. Так, в Mesh. Затем тут выделяем целых 2. Dissolve Edges. F. F. Так, и теперь мы выделяем что тут. Ctrl-B и такую небольшую фаску делаем, потому что тут она минимальная. Добавляем Subdivision. Даже 2 штуки. И вот так вот просто сжимаем. Вот, теперь мы получили вот, ну, плюс-минус ту же самую штуку, просто форма немножко другая, потому что, ну, чтобы просто лишнюю секунду там, лишнюю минуту у вас не отнимать. Так, она, по-моему, чуть-чуть поменьше. Так. Чуть-чуть вылазит как-то. Давайте я больше сделаю. Так. GY. Тяну сюда. Так, и, в принципе, вот так вот это все располагаю. Вот. Так, ну и в целом по объектам вроде как мы все сделали. Я ничегошеньки не забыл. Поэтому просто отмечаем финальную вот эту вот штуку. И я думаю, то, что видео на самом деле уже получилось слишком длинным, поэтому момент с расставлением всех вещей мы сделаем в видео, где мы будем это же текстурить. Вот. И, в принципе, на этом, думаю, что и закончим. По материалам, в принципе, здесь ничего сложного нет, что могло бы слишком прям много времени отнять. Вот, в целом на этом все. С вами был Назарий, и до следующего, последнего видео.